As any workers fight to make a stand, and behind them every honest working man, in unity with each other, and your friend becomes your brother. Столичные сыщики выдвигают первые версии громкого убийства, которое произошло накануне вечером в Москве. Киллер расстрелял одного из участников неформального антифашистского движения Ивана Хуторского. Убийца поджидал Ивана Хуторского в подъезде. В 26-летнего мужчину стреляли в упор. Пуля попала в голову. Хуторской скончался на месте. Соседи слышали вечером какие-то хлопки, но никого подозрительного не встретили ни в подъезде, ни на улице. Как это произошло? Кто это мог сделать? Не знаю. Примерно 2 часа 40 минут неустановленное лицо, находясь в подъезде номер 1, воспользовавшись неустановленным следствием огнестрельным оружием, произвело не менее одного выстрела в потерпевшего Хуторского. Иван Хуторской, активный участник неформального антифашистского движения, незадолго до убийства провел турнир по смешанным единоборствам среди сподвижников. Друзья Хуторского уверены, расправу организовали неонацисты. У него, видимо, было несколько притупленное чувство самосохранения. Он жил по прописке, да, несмотря на то, что на него уже много раз нападали. И, соответственно, нацистам не составляло особого труда, да, найти его в подъезде. И вот так по-крысиному, да, как они сделали его убить. The first time I met Ivan was at the airport when we played free gigs in Russia in 2008. He picked us up with a few friends because even for us from outside Russia it was important as well-known anti-fascists to be protected by people. So already right from the start we were asking ourselves how must it be to be an anti-fascist in Russia. And obviously Ivan, who was always fighting for his ideals, who also organized security for our concerts, who always stood up physically against the Nazis. Well, he was one of the victims of those circumstances anti-fascists have got to live in Russia. This year in February I met the parents of Ivan, and for me it was very important to hear that the parents said that they are proud of their son, that they are proud of his ideals. So they didn't say that anti-fascism was killing him, it was his ideals and the ideals were right. So the lesson Ivan is giving us and all the other victims who were killed by Nazis or attacked, we've got to stand together and feel solidarity in all countries and between all countries, because there's only one world for a real anti-fascist. С Иваном я познакомился очень давно, и тогда на меня он произвел, если честно, довольно смешное впечатление, потому что он был такой пухленький, кругленький, с зелененьким ирокезом, на фоне остальных ровесников в 2 раза больше их выглядел. Ваня, да, когда молодой был, выглядел очень забавно. Он был таким здоровяком в клетчатых штанах, с ирокезом там, разноцветным, зеленым, что как бы никак не писалось его комплекции. Добрый день.
У него был яркий очень внешний вид, он придерживался такого изначально имиджа стрит-панка. У него, я помню, синие такие штаны были в колорке, короче. Там ирокез был, футболка мисс из подтяжки, там клепанные там, ремни. Ирокез, потом ежик такой делал. Ну, вначале я говорю: Вань, ну давай, что ты ерундой какой-то занимаешься, давай нормальный образ, облик привлекай. Нет, мам, это так сейчас модно. Это я образ панка перенимаю. Сначала как-то мы немножко относились к этому осторожно, а потом уже привыкли, в принципе, поняли, что ничего плохого в этом нет, просто человек выделяется из общей массы и выглядит, то, что он выглядит достаточно экстравагантно, это не говорит о том, что это что-то плохое. На всех концертах я встречал очень человека, который привлекал к себе внимание очень сильно за счет такой достаточно значительной массы тела по сравнению с остальными посетителями панк-рок-концертов того времени, которые были достаточно дохловатые. И своими габаритами он сразу бросился в глаза. Первый раз, когда увидел Ваню Костолома, он отправил меня в нокаут в Circle Pit под группу «Смех». Вообще, я, конечно, сначала услышал о Ване Костоломе, а только потом с ним познакомился. Это такая ходила байка, грубо говоря, о здоровом панке с двумя ирокезами, которые ходят на панк-концерты. И он такой здоровый и сильный, что он просто всех нацистов выгоняет с панк-концертов. Давайте на раз, два, три, что ли? Да, это немедленно. Давай, раз, два. Не извини. Раз, два, три, не бывает. Хорошо. Скажите, когда будете готовы. Давай. Пошли. Готовы? Ты силен, бля. Человек в своем роде такой легендарный, о котором много слухов, и когда он ехал там в метро, да, то определенные личности ломали вот так шеи, чтобы посмотреть на него и увидеть как бы вживую Костолома. Вообще он человек такой был статный, то есть сразу запоминающийся. На одном из концертов панковских мои друзья показали на него пальцем и сказали, что это вот Ваня Костолом, что такая значимая фигура. Непредставляемых каких-то размеров человек с ирокезом на голове и весь в таком тотальном стрит-панк наряде. Я сразу подумал, что это какой-то очень, видимо, опасный дядя. Но! Остатки прежней роскоши. На прежней роскоши. Забываются под хардкор людей. Да? Сейчас в бороду вот это вот привешь. Ну, а потом он пережил это какой-то эпопею и стал одеваться уже нормально. Он сам себя обеспечивал, покупал себе вещи. Ваня всегда был в красных мартинсах, всегда был в тонких подтяжках, всегда был в поло Фред Перри. Одевался он, в принципе, всегда очень стильно в этом плане. Ну, чисто по скину, как бы, какой-то кажуал какой-то, и всегда его не интересовал. Там. Я никогда не видел в каких-то гребаных куртках, там, с туннелом, там, еще каком-то говне, там, подобном. То есть этот человек всегда соответствовал стилю скина. Я как раз его увидел, когда он уже сбрил ирокез, выглядел по скину, там, по Нью-Йорку. Ну что ты меня снимаешь? Я чуть-чуть. На, сними мою новую лысину. Стрели ирокез. Сам должен. В принципе, он, может быть, изменил внешний вид, да, но как бы идеи он свои не менял. То есть, как они у него были с того времени, они так у него и остались. Для него всегда была идея там, и ценность вот этого панк-рока, свободы, самовыражения, индивидуальности всегда выше. Да? Потом, когда он стал скинхедом, да, это было только внешнее. Самое главное для него были ценности социальной справедливости, взаимопомощи, дружбы, да, вот этого юнити. Стиль его поменялся. На смену ирокезу пришли скинхед-наряды. Он стал, может быть, более серьезным. Тогда он еще пил, потом он перестал пить. Но в одном он оставался всегда неизменным. Он всегда очень круто поддерживал группу, которую любил. Он танцевал безудержно. Нас общий знакомый с ним познакомил, он привел как бы меня, брата и еще нескольких ребят. Ваня тогда собирал свою вот команду, бригаду для того, чтобы охранять какие-то мероприятия.
Первоначально я про Ваню Костолома скорее услышал, чем увидел. Услышал о том, что в Москве появились ребята, которые осуществляют на концертах своего рода self-security. Как мне сейчас припоминается, в основном это было связано с концертами, проводившимися тогда в клубе «Эстакада», где всякого рода накрывалово и беспорядки на концертах случались чаще всего. Если вы не были в 2002-2004 году в «Эстакаде», я вам расскажу, что это было. Это такой пролетарский район, старый московский, как бы вроде он, в принципе, не сильно отдален от центра, но нравы там на тот момент были достаточно суровыми, даже по тем временам. И на пути до клуба, если едешь на троллейбусе или пешком, всегда было несколько приятных бонусов, сюрпризов в лице районной гопоты, которая накрывала панков и пыталась их прогнать, потому что им не нравились эти тусовки, и также как бы бонхедов. Мы только начинали тогда получать какие-то угрозы и противостояния среди националистов, и мало вообще практически чего понимали в этом. Это была просто панк-тусовка. Я на тот момент организовывал очень много концертов в Москве, и мы начали общаться по теме охраны концертов, потому что мы старались ставить свою охрану как раз из-за того, что клубная охрана, это коммерческие охранные структуры, были не в теме панк-рок сцены, да, там правил поведения на концертах и как бы каких-то прочих вещей, как слэм, пога, стейдж-дайвинг, и, соответственно, очень часто концерты в конце 90-х, в начале 2000-х превращались в какую-то мясорубку. Где-то были просто невменяемые охранники-гопники или просто качки, которые пиздили там панков и совершенно не понимали вообще, что здесь происходит. Естественно, как бы никому это не нравилось, там, ни группам, которые играли, ни людям, которые приходили. Большинство групп, там, мы там тоже были за то, что как бы там Ваня, еще там пацаны там проявляли инициативу, вместо охранников просто стояли, как говорится, следили за порядком, чтобы не разнесли там на сцене, не знаю, там, аппарат, там, мониторы. Зачастую они занимались тем, что, что называется, охраняли сцену. На панк-роке, конечно, это не так, наверное, должно формулироваться то, чем они занимались. Они скорее не охраняли сцену в том смысле, в котором быки-охранники это делают в обычном режиме. Скажем так, регулировали, наверное, правильнее было сказать, регулировали поток стейдж-дайверов. Из-за того, что я играю в панк-группе, конечно, много бардака, как в зале, так и на сцену публика его пытается переносить. Поэтому Ваня был одним из тех людей, который помогал нам поддерживать порядок во время нашего выступления на сцене. У Ивана был моб таких же ребят, как он, крепких панк-рокеров, которые, с которыми мы начали работать вместе. И совместная работа привела к тому, что мы начали дружить. Иван занимался тем, что охранял концерты не только Distemper или очень много количества групп. И люди сами звонили ему, просили об этом. И когда ты знаешь, что такой человек, как Иван, находится в зале, то ты понимаешь, что публике сегодня ничего не будет угрожать, потому что есть ответственный человек со своими друзьями, который всегда за них заступится и окажет помощь. Мы столкнулись с такой проблемой, как приходы на концертов нацистских групп, которые занимались избиением публики, которая находилась в клубе. В скором времени нас это просто не то, что нам это надоело как-то и еще что-то, это просто стало невыносимо, и надо было принять какие-то жесткие меры по поводу этого. И одним из первых, кто это сделал, это, естественно, был Ваня. Иван был один из тех немногих людей, который очень четко понимал ту нездоровую ситуацию, которая сложилась на протяжении периода с 95 по начало 2000-х годов. В Москве появилось достаточно мощное неонацистское движение, которое искало возможность попасть в молодежные субкультуры и установить там свои порядки. Московская сцена явилась изобретателями таких замечательных музыкальных направлений, как нацска и патриотический белый рэп. Основными оппонентами до начала 2000-х для неонацистов были рэперы, такие группировки, как White Smoke Clan. И, соответственно, основные пересечения и основные враги для неонацистов были рэп-ребята. И начиная с 2000-го рэп-тусовка распалась, и нацистам необходимы были новые оппоненты, так как нападать на рынки
было не очень безопасно. Самой легкой мишенью это были панки и панк-концерты. Вспоминая те времена, это был первый панк, который стал защищать свою собственную сцену. Это первый панк, который стал с кулаками за себя и своих друзей. И потом остальные тоже подняли голову. Он был одним из первых, кто со своими друзьями давал реальный отпор фашистам и прочим идиотам, которые приходили на концерт подраться. То есть начали, как говорится, такую оппозицию формировать. Вот. Ваня как бы человек, который не был равнодушен к этим моментам. Был один из родоначальников формирования вот этого, как говорится, движения. Несколько раз мы были свидетелями, как на этих концертах, собственно, происходили какие-то нападения националистов, которые причем приходили на эти концерты, и там это все разворачивалось в залах, какая-то бойня. В основном, конечно, избивали панк-публику, вот, которые они не переносили панк-тусовку на дух. Панки были легкой мишенью. Все мы тогда были очень неорганизованными, очень молодыми, моложе, чем там футбольные хулиганы, чем бонхеды, чем там тем более гопники. И, наверное, не такие злые. И Ваня первый, кто был готов дать им отпор. Конечно, потом, наверное, это его стремление, оно многих воодушевило, что, тем более, ему удавалось делать отпор, потому что он был очень физически крепким и сильным и смелым человеком. Что молодые ребята, неорганизованные и пугливые, действительно там один раз их побьют, второй раз их побьют. Но когда они увидят пример, что можно встать и драться, и им просто рано или поздно надоест получать пизды, и они начнут драться. И мы начали драться, и, наверное, это был вот в то время это был такой реально невероятно смелый шаг. Потому что никто этого не делал. Все пытались как-нибудь там. Проскочил, отлично, хорошо. Очень мало кто пытался дать отпор гопникам или банам, которые прыгали на эти троллейбусы, били там девочек, мальчиков, всех. Но они просто получали удовольствие от насилия. А мы решили ему обломать. Ваня всем показал, как это делать, как за себя постоять. Мы научились себя уважать. С этого, наверное, начинается нормальная панк-рок-сцена, когда люди начинают себя уважать и уважать людей вокруг себя. А как можно себя уважать, если пока ты идешь на концерт, тебя или твоих друзей побили? Никак. Здесь получалось так, что мы видели, как людей жестко избивали. Вот, потом мы впрягались, собирали какие-то маленькие, можно сказать, маленькую компанию, пытались этому противостоять. Также где-то выхватывали, где-то побеждали, где-то наблюдали, набирались опыта, потому что это все пришло не сразу. Группа людей, стоящая в центре, кричащие фашистские лозунги, нарушая полностью вот эту вот всю ауру концерта своим именно присутствием. Происходило это так, что с разных углов, с разных концов стекались люди к этому центру. И, естественно, что там происходило дальше, уже, конечно, было всем понятно. Эти люди просто-напросто покидали мероприятие. Мы предотвращали присутствие нежелательных лиц на концертах, да, это как минимум, да, всякие дебилы, которые потом умудрялись попадать на наш концерт, они как бы уходили с разбитыми еблами домой. И все, и как бы постепенно вот эту всю шушеру ее отвадили просто от концертов. Она перестали ходить. То есть нацисты начали бояться приходить на концерты и всячески избегать этого. И зачастую они ждали после концерта в каких-то подворотнях, на улицах, когда люди выходили из клуба, совершался прыжок. Половина сразу же разбегалась, убегала, там только пятки сверкали. Вот собрались такие люди, 10 человек, которые объявили войну этому, да, превосходству, и стали им доказывать, что арийцы, не арийцы, кто они, что они, когда сталкиваются с отпором, они просто бегут, дают по тапкам, там, и вот эти все кроссовки сверкают. Вот когда я узнал, что такие ребята есть, которые противопоставили, как бы, да, этой агрессии какую-то здоровую силу, и мы тогда вот с братом, там, с другими ребятами к ним присоединились, и нас вот взял как бы под свою опеку Ваня как раз. Мы начали методично бороться с нацизмом в Москве и уже начали встречаться на каких-то организованных там акциях. И, в общем-то, нас уже объединяло нечто большее. Появлению вот этой уличной антифашистской среды способствовало прежде всего многочисленные нападения со стороны представителей каких-то неонацистских группировок, да, на мероприятия там хардкор-панк, ска-направленности. В 2002-2003, когда у клуба «Эстакада» первый раз произошло физическое такое сопротивление, дали именно националистам, футбольным фанатам, там же были какие-то местные ребята-гопники и так далее, и так далее, и так далее. И когда нацисты поняли то, что есть такой, оказывается, Ваня Костолом, и у него есть
ребята, и то, что панки совсем офигели, надо с этим что-то делать, началась такая вот у нас уличная война, да. По-другому никак не назвать, потому что разные меры принимались, что с одной стороны, что с другой стороны. Вот. В тот момент сами мы лично никогда первыми не нападали, никогда не мутили на это все дело, никогда не пытались как-то спровоцировать. Просто защищали то, что у нас на тот момент было, именно панк-рок-сцену. В дальнейшем это все начало формироваться, уже давать объем. Мы начали приходить и на ска-концерты, и на хардкор-концерты. Просто надоело быть какими-то мальчиками для битья. И люди решили сорганизоваться, чтобы прежде всего защищать свои мероприятия. Но, как известно, лучшая защита – это нападение. Мы просто не стали дожидаться, когда произойдет какой-то очередной инцидент. Взяли, скажем так, инициативу в свои руки. И в то время не было такого интереса к нам со стороны правоохранительных органов. Зачастую они просто отрицали наличие каких бы то ни было расово мотивированного насилия. Да? То есть всегда это все списывали на какую-то там банальную хулиганку или что-то типа того. Многие ситуации, когда страдали люди, классифицировались не как какой-то экстремизм, а, грубо говоря, как мелкое хулиганство. И нацисты, которые даже были, если арестованы, всегда отпускались на свободу или получали самые минимальные сроки. В момент, когда их задерживали, установлено, потому что при них не было никаких символик в отношении к этой организации, никаких о них возгласов не применяли, также никаких вообще нарушений такого, чтобы можно было сказать, что это относится к экстремистским организациям. Поэтому наци-скинхеды чувствовали себя в Москве полностью хозяевами и чувствовали свое моральное и численное превосходство. Поворотным моментом, когда реально многие люди поняли, что это враг, и это враг, с которым надо бороться, это апрель 2005 года, когда в электричке подмосковными неонацистами были атакованы музыканты групп «Шлюз» и «Тушка», совершенно аполитичных групп. В воскресенье поздно вечером участники нескольких музыкальных групп, возвращавшиеся из Дубны в Москву, подверглись нападению 2 десятков агрессивно настроенных молодых людей. В результате серьезно пострадали 14 музыкантов. Один из них находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Так начиналась поездка в Дубну. Музыканты улыбаются, позируют с гитарами. На память останутся не только эти фотографии, но также шрамы от арматур и многочисленные переломы. Вся спина в кровоподтеках, правая рука сломана в 2 местах. Денис считает, ему повезло больше, чем его друзьям. Музыканты возвращались с концерта из Дубны в Москву. В электричке их жестоко избили. Один из них, бас-гитарист, сейчас находится в больнице города Лобни. В Боткинскую больницу Влада перевели несколько дней назад. Из Лобнинской городской клиники молодого человека доставили с тяжелой черепно-мозговой травмой. 3 апреля вечером музыканты возвращались с Дубны с гастролей. Для Влада, бас-гитариста, это было первое турне с группой после продолжительного перерыва. Все произошло здесь, на платформе Икша. Электричка, в которой ехали музыканты, подошла согласно расписанию в 23:39. Кроме них в вагоне никого не было. После того, как двери поезда открылись, в него ворвались около 20 молодчиков в камуфляже. Вооруженные железными прутьями, они начали избивать музыкантов. Эти кадры сняты на камеру мобильного телефона сразу после побоища. Все произошло мгновенно. Владу не повезло больше всех. Он даже не успел проснуться. Железный прут пробил ему голову. Просто было повод, тащили, уже ничего не мог вспомнить, ничего не слышал. Били только по голове. Ребята закрывались руками. У Дениса рука сломана сразу в 2 местах. Били целенаправленно в голову железными прутьями. Милиция подъехала только через пару станций в Лобне. Избитых музыкантов отвезли в местную больницу. Самый тяжелый пострадавший, Влад Тарасов, сразу был доставлен в реанимацию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сделали 2 операции и отправили в Москву. В Боткинской больнице нейрохирурги сделали трепанацию черепа и удалили образовавшуюся опухоль. Как говорят врачи, все прошло успешно. Когда он на большой работе, уже самое страшное позади. Задержать нападавших не удалось. В правоохранительных органах все произошедшее называют обычной дракой. Националисты тут ни при чем, просто молодежь не сошлась в музыкальных вкусах. Люди ехали себе, играли на гитарах. И другие молодые люди, которые ехали у нас с города Дмитриева, просто тоже ехали в этом же самом вагоне, которые
не нравилась эта музыка, скажем так. На этой неделе в одном из московских рок-клубов прошел концерт, все сборы от которого пошли на лечение бас-гитариста группы «Тушка» Влада Тарасова. Ему пробили голову железным прутом в электричке. После этого началось объединение разных сил. Анархистов первых, шарпы, раш-скинхедов, панков и просто обычных людей, которые просто любили эти концерты, которым надоел этот диктат. Молодежь, которая приходила в тусовку, она видела, что взросляк и основа, они что-то делают, сопротивление существует. У них не было боязни той, что они могли прийти на концерт и получить пиздюлей. Они понимали, что существует, допустим, там 30, 50, 60 человек. В клубе, в метро около клуба, на улице около клуба мы всегда присутствовали и обеспечили безопасность посетителей концертов. Да и сами посетители концертов нам тоже помогали гонять вот эту правую шаблоебу, которая пыталась намутить на концерт, на участников концерта. Та ситуация в начале 2000-х, когда на концерте вдруг шел слух, что ультраправые собрались где-то у метро или где-то ждут, или идут на концерт, и сейчас будут всех бить. Начиная где-то года с 2007-го приобретала совершенно другую окраску. Когда появлялась такая информация, у людей наступало воодушевление. Они говорили: ну идут нас бить, здорово, сейчас мы выйдем и дадим им достойный ответ. В тот момент как бы у правых там ходила такая легенда о том, что появился такой некий панк-рокер Ваня Костолом, который всех бьет, и визитная карточка его, почему он типа Костолом, он напоследок якобы ломает руку, как бы сказать, что зиговать на панковских концертах больше нельзя, потому что придет Ваня Костолом и сломает руку. Когда различные там панки, хардкорщики, скинхеды начали приходить и защищать панк-рок-шоу, вот, среди них, конечно, по большей части были там шарпы или раши, и панки видели это, да, то есть какой-то, они видели, что есть какие-то чуваки, которые тоже выглядят круто, как скинхеды, но они не негативные отморозки, которые там забирают пиво и ведут себя неприлично, а они там позитивные, веселые, добрые и защищают их от фашистов. И второе, что они увидели, что нацистам тоже можно давать отпор. И им нужно отвечать насилием на насилие. Как раз панки забревали свои ракезы, становились шарпами, становились рашами. Вот. Ваню эта, конечно, волна тоже затронула, потому что возрождение скинхед-культуры в Москве и в России в общем, все это дало, конечно, позитивный образ скинхеда. Тот конфликт уличный приобрел новые очертания, а именно появились убийства. Наш враг действовать стал по-другому совершенно, даже жестче. Если это с кем-то схлестнулся, будь готов к тому, что можно получить было и нож, и все что угодно. Конечно, когда нацисты увидели, что появилась какая-то сила, которая не молча терпит унижение и избиение, а некоторым образом пытается что-то этому противопоставить в физическом плане, нацисты начали отвечать с максимальной жестокостью. И, соответственно, в конце 2005 года был убит Тимур Кочарава, питерские активисты, музыканты, панк-групп. И в апреле 2006 был убит Саша Рюхин, молодой русский парень из Подмосковья, который учился на священника, был убит по дороге в клуб на концерт. Тогда мы поняли, что противостояние выходит на новый уровень, движение стало более радикальным, и появились свои лидеры, и в том числе Иван. Хороший боец, хороший организатор, человек, который занимался охраной концертов, занимался противодействием и противостоянием нацистам. Мы никогда не провоцировали агрессию, мы как бы только отвечали, да, на чужую агрессию. И эти люди, они убивали и до того, как Ваня стал заниматься обороной там, всех этих концертов, защитой, мероприятий, какими-то ответными действиями. До этого погибали люди, причем простые ребята, которые вообще никак не провинились, да, перед теми же самыми там, нацистами какими-то. Просматривая все вот эти ресурсы, да, их правые, там, еще с начала 2000-х годов, да, там всегда велась пропаганда на то, чтобы перейти именно к убийствам. Конечно, для обывателя это, наверное, выглядит как игра в казаки-разбойники. То есть, что такое нация, антинация, это какие-то молодежные разборки и какие-то несерьезные вещи. Сложно человеку со стороны увидеть объективную разницу. То есть мы никогда не пропагандировали насилие как метод какой-то околополитической борьбы или еще что-то в этом духе, да? То есть мы никогда этим не занимались.
всегда насилие с нашей стороны носило исключительно ответный характер. Это был естественный процесс, когда нормальная, молодежная, позитивная субкультура отторгает от себя враждебную часть. Потому что панк-культура никогда не была правой. Панк-движение, оно интернациональное, это место для всех, любой человек может прийти сюда, и здесь нет места для тех людей, которые пытаются диктовать какие-то идеи человеконенавистничества или превосходства одной расы над другой расой. Ну, я думаю, что дело в том, что в 90-е была довольно серьезная неразбериха, то есть никто не понимал, кто такие левые, кто такие правые, что такое панк-рок, что такое хардкор, что такое стрейт-эдж, что такое скинхеды. Это сейчас, на самом деле, ну, в связи с распространением повсеместным интернета и существования... Теперь существует много ресурсов, которые, ну, в общем, все раскладывают по полочкам. Тогда этого не было. Тогда было какое-то общее, ну, наверное, ощущение свободы, да, которое каждый интерпретировал по-своему. И действительно, в 90-е годы на концерты, на панк-концерты довольно часто приходили и скинхеды правого толка, ну и вообще так называемая правая молодежь. Это приводило к столкновениям, на самом деле, которые происходили как на концертах, так и после концертов. И Ваня Хуторской был одним из тех людей, кто, осознав эту угрозу, как реально существующую угрозу, как проблему для развития панк-сцены, он, ну, в общем-то, по сути, занялся самообороной, ну, и не только самого себя, да, но и посетителей панк-концертов. Вообще, по-человечески он был очень добрым человеком, отзывчивым, нереально гостеприимным. Вот, поэтому я проводил очень много времени у него, любил путешествовать, очень сильно любил своих родителей. Несмотря на все свои физические данные, человек был очень спокойный, уравновешенный и, в общем-то, никогда не помню я, чтобы он когда-то особо повышал голос на кого-то. Он являлся неким таким идеалом панк-рока и всех вещей, связанных с панк-роком. Там, не знаю, дружбы, юнити, взаимоуважения, помощи и прочего. Человека с более высокими какими-то моральными качествами, с более твердыми принципами я вот больше не встречал. Пользовался он непреклонным авторитетом, и ну, никогда ему не приходилось для этого делать ничего. Он просто говорил, и люди делали, именно потому что человек пользовался безграничным уважением своих товарищей. Я считаю, что это классический пример анархического неформального лидера, который обладает не навязанным, а действительно настоящим авторитетом, который может повести за собой людей, который вел за собой людей. Как может показаться, вроде бы Ваня не был музыкантом, Ваня не делал музыкальный лейбл, Ваня не писал ЗИН, но при этом, если честно, ту роль, которую он сыграл в становлении сцены, тяжело недооценить. Он был такой добряк. Вот. То есть он, я не знаю, может быть, среди наших зрителей есть люди, которые знают его с другой стороны. Наверное, скорее всего, не найдутся. Вот. Но я его, в общем, с другой стороны, он мне в своей жизни не показался ни разу, только в виде добряка, веселого человека, очень спокойного. Вообще, мне кажется, он был... просто попал в такую ситуацию, в которой, к сожалению, ему приходилось действовать посредством насилия, отстаивая свои права и права своих друзей. А вообще он был добрым и мягким человеком. У меня о нем остались крайне положительные впечатления. Ваня всегда был очень добрым человеком. Всегда поддерживал своих друзей, поддерживал сцену, всегда пытался сделать что-то, чтобы объединить сгладить какие-то конфликты внутри сцены. Сила воли его, сила духа и его комплекция как раз сделали Ваню той фигурой в панк-рок движении, кем он являлся, потому что мало того, что он помогал друзьям, да, создавал вокруг себя отличную атмосферу, он всегда создавал вокруг себя чувство безопасности. В панк-сцене он, ну, вот, в первую очередь играл роль такого
столба здоровенного, вокруг которого люди себя чувствовали спокойно. Очень многие тогда, так как это была молодая сцена, очень многие тогда, попав в нее, считали, что вытянули такой удачливый билет и попали в какое-то закрытое сообщество. И очень быстро забывали, что сами не пришли только вчера. И людям, которые пришли через день после них, уже начинали строить всякий пафос и считали, что вот там какие-то молодые, непонятные. Ваня в этом плане был значительно более открытым. И, в принципе, его большая заслуга в том, что он очень много занимался с молодыми ребятами, занимался спортом, чему-то их учил, о чем с ними говорил и вовлекал их в сцену и всякие полезные инициативы. И это была невероятная большая заслуга, то, что тогда он так вот прозорливо с ними общался, пока многие другие как бы играли там в элитарность какую-то. Это было очень важно. Понятно, что бывают такие ситуации, складывается такое время, когда нету выхода другого, кроме как отвечать насилием на насилие. Но мне кажется, лучше бы, если бы он в какой-то момент, может быть, просто куда-то уехал и остался бы жив. Но он, наверное, не мог этого сделать в силу того, что это было бы в его собственных глазах предательством своих собственных убеждений. И он так этого никогда и не сделал. В 2005-м подъезд, в подъезде атака, он после этого в реанимации провел почти месяц, да, там начал терять зрение, очень большие проблемы со здоровьем и все прочее. Мы думали, что он не оклемается. Но человек очень как бы несгибаемого характера, силы воли, и он сумел выкарабкаться, да, и еще на протяжении нескольких лет играть очень значимую роль. И, безусловно, даже когда он уже не мог там как бы, находиться в фёст-лайне, там, да, он играл большую роль как символ. Когда на Ваню было совершено какое-то ужасное нападение, это было второе или третье уже нападение на него, у него была сильная травма черепно-мозговая. Все думали, что он либо умрет, либо останется вообще человеком-овощем. Но у Вани был такой сила воли, такой дух, да, что он там при помощи тренажеров и при помощи, в первую очередь, своего желания поднял себя реально на ноги. Да? То есть врачи говорили, что он будет парализован, скорее всего. А Ваня за год привел себя в отличнейшую форму. Он начал ходить, он начал действовать, он начал заниматься тем же самым, чем он занимался до этого. Старался не раскрывать до конца по поводу ножевого ранения, когда там на него нападали. Он мне сказал, что это якобы там какой-то пьяный, там выскочил, когда он пошел с другом, по-моему, на обед. Чем он занимается? Мы ведь ничего не знали. Ничего. Баба куда-нибудь собирается, спрошу, Ванечка, ты куда, детка? Он, бабушка, я по делам. Он ничего. И вот когда его избили, когда его порезали, ведь я ничего не знала. И родители все скрыли. Вот он боялся меня расстроить. Ты бабушке не говори. Особенно после смерти Федяя и после того, как закрыли Шкабаря, я думаю, что Костолом стал одной из ведущих фигур российского милитанта антифашизма. И, естественно, он не мог не оказаться под прицелом нацистов. Последние 2 года Ваниной жизни, они были очень тяжелыми в плане энергетически. Это такое ощущение постоянной опасности, очень сильное ощущение смерти, ощущение нападения, какой-то угрозы. Оно чувствовалось постоянно. Я неоднократно с ним говорил на эту тему, чтобы он переехал, чтобы он был осторожен. Он как мог он был осторожен, потому что то, что произошло с ним, он не мог просто представить, что именно, собственно, вот эти мясники, которые это все произошло, которые исполняли вот это дело, он не думал, что просто дойдет до такого, что будет, чуть ли не киллерский заказ какой-то. Он не представлял, что будет все так жестоко с применением огнестрельного оружия и так далее. Он был, в общем, довольно подло убит выстрелом в затылок в подъезде собственного дома. Не знаю, как-то мне было не по себе, потому что уже было понятно, что он как бы перешел такой вот некий предел, да, за которым, такая спокойная обывательская жизнь, которую большинство из нас, людей, может себе позволить, для него уже невозможно. И вот буквально через неделю после этого
Ну, кто-то из наших общих знакомых мне сообщил о том, что его убили. Для меня это было большим шоком. Я даже некоторое время подумывал о том, что не уехать ли из России, потому что такое откровенное насилие, которое связано там... Это ведь то, как он погиб, это же, ну, не знаю, просто казнь. Это же не какая-то схватка 1 на 1, там какая-то честная разборка, в которой выясняется какая-то там правда. Просто человек зашел в свой подъезд, хотел достать почту из почтового ящика и получил пулю в затылок. Я думаю, он даже ничего не успел понять. Я надеюсь, что это так произошло, что переход его из нашего мира в мир лучший прошел быстро и относительно безболезненно. Он понимал последние 2 года, что он все равно рано или поздно, мне кажется, уйдет. И назад он отступать не хотел. То есть он до конца хотел остаться. Он знал историю многих там красных бригад, каких-то скинхедов в Европе, в Америке, которые ребята и в Питере, и смерть там Тимура и так далее. Он знал, что ребята отдают свои жизни. Ну, обыватель скажет, что просто так. На самом деле люди пытались сопротивляться насилию, националистическому насилию против людей с другим цветом кожи, других взглядов. Это ущемление свободы, в конце концов. И для Вани это было очень много. Это очень громко было для Вани, поэтому он считал, что отдать свою жизнь вот, ради того, чтобы защищать людей, это правильно. Поэтому он готовил себя к тому, что это произойдет рано или поздно. И он все равно не отступал, не хотел. Он понимал, что это, скорее всего, произойдет. Что я говорил ему уже, съезжай или найди другое место. Потому что, когда произошло все это с Федей, он, мне кажется, еще больше просто как сталь стал вообще. Его было уже ничем не пробить. Он уже ничего не боялся. Он четко понимал, если будет нападение, то он попытается отбить. Если будет смерть, то он будет до конца стоять. И мне очень обидно, что да, после этого, конечно, мы получили сцену очень большую, которая разделилась, развивалась. И сейчас продолжает развиваться. Но мне очень обидно, что наши друзья, и Ваня в том числе, заплатили за нее такую большую цену. Если бы, конечно, можно было бы ее не платить, и даже, может быть, где-то там потерять в развитии в сцене, я был бы согласен на этот момент. Мы заплатили очень дорогую цену за то, что мы получили в данный момент. Музыкальную сцену, там, да, хорошие концерты. Надо понимать, что те ребята, которые отдали свои жизни, они своими действиями, своими поступками, я уверен, спасли очень много жизней тех людей, которые сейчас могут ходить без опаски на концерты. Смерть Вани – это следствие, что он оказался вот его врагам настолько большим, сильным, непобедимым, несломимым, что они ничего не нашли другого, как просто убить его. Потому что да, все вот эти нападения без огнестрела, они как бы заканчивались все равно да, выходом победителем Вани из этой ситуации. И здесь они решили пойти на самое низкое. С одной стороны, когда теряешь такого человека, то понимаешь, что его заменить абсолютно неким будет. Просто вот, большая пустота в таком месте образовывается, когда такой человек уходит. Но с другой стороны, ты понимаешь, что люди, которые совершают вот такие глупые поступки, как убивают других, они убийством Ивана подняли его в статус легенды и сделали борьбу его гораздо сильнее в связи с этим, борьбу его друзей. Больше людей узнало, что был такой человек. Мы очень сильно боялись за Ваню, да, и мы переживали в плане того, что, в принципе, многим было понятно, что из таких значимых публичных фигур остался только он. То есть тот человек, который был всегда на слуху, и который был враг номер 1, как бы персонное уничтожение во всех списках, то есть как бы первым номером всегда шел он.
потому что он столько попортил нацистам крови, что, конечно, они его ненавидели очень сильно. Это была ненависть просто огромная. И в итоге те же люди, которые убили Ивана, сейчас известно, что, то есть, они имеют отношение там, к целому ряду нападений, в которых там погибали люди, становились инвалидами, там обычные ребята, которые там ехали на какие-то концерты. Ну, то есть, если этим людям ничего не стоило убить простого какого-то парня, который идет, то, естественно, надо было готовым к тому, что они пойдут охотиться за людьми, которые дают отпор какой-то. Уже, в принципе, наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что убийца Вани был некий Коршунов, который подорвался на гранате в Украине. Человек, убивший Ваню, взорвался на собственной гранате. Вот, очень глупо, Бог есть. Уже прошло 3 с небольшим года, когда Вани с нами нету. Чувствуешь все равно того-то, что нету огромного, грубо говоря, огромного куска в этом движении, который, грубо говоря, заменял все. То есть и держал все. Вот таким вот был Иван. Он был, он есть, и он будет нашим другом всегда. И зачастую во многих лично я ставлю многим его в пример. Спустя вот эти наши 10 лет общения я понял, что на самом деле в жизни может быть только один друг, и вот он был моим другом. Он остался верен своим принципам, идеалам, и наши воспоминания о нем, они все равно светлые, и поэтому пройдет там 10-20 лет, и все равно с большим светом мы будем вспоминать его. Скинхед для меня это прежде всего образ жизни, это прежде всего свои четкие жизненные принципы, связанные с такими понятиями этическими, как гордость, чувство собственного достоинства, помощь друзьям в трудных ситуациях. Так, естественно, это мировоззрение, это образ мысли определенный. Это определенный протест против стереотипов в обществе, определенный протест против массовой культуры, естественно. Вот это определенным образом манера одеваться, это чувство быть стильным, чувство стоять за свои идеалы, свои принципы, за своих друзей, за то, что ты веришь до конца. Бонхеды для меня – это люди, которые любыми способами пытаются паразитировать на любых молодежных субкультурах. На скинхед, на стрит-эйдж, на рэп-культуре, на металл, на футболе даже, на том же самом. Люди, которые не имеют четко сформулированной позиции, хотя много среди них и философов, и идеологов, и они всячески пытаются навязать свою культуру, свое мировоззрение молодежи, у которых еще мировоззрение не сформировалось, которые четко не знают, чего они хотят от жизни. Это люди без чести, без достоинства, которые могут пойти на абсолютно все любые меры, вплоть до убийства, чтобы попытаться отстоять свое имя и всяческим способом запугать молодежь и взрослых людей. И пытаться террористическими методами просто показать, что у них единственный правильный путь развития. Вот что для меня эти ублюдки.